Одна из самых больших статей расхода в Германии – это аренда жилья. Например, наша квартира, которую мы арендуем, обходится в 810 евро ежемесячно вместе с коммунальными платежами. И мы задумались о том, а как бы можно было снять какое-то жилье подешевле. Вот в таком красивом городке, как мы живем. Может быть, есть что-нибудь такое простое, какой-нибудь домик, может быть, сарайчик, не знаю, но чтобы не тратить столько денег, потому что это очень дорого, это половина нашего бюджета всего. И вот мы проходили с Ладой рядом по этой тихой улочке и обнаружили вот такие автомобили. Смотрите, это дом на колесах. Вот один стоит, и вот еще один дом на колесах. И эти автомобили натолкнули нас на мысль о том, что а чего бы нет, а почему бы не жить вот так вот, просто на улице, в таком уютном домике, поставить его где-нибудь. И не нужно много платить денег. Конечно, в Германии прохладно, но все-таки там есть отопление. В общем, как бы там ни было, мы с Ладой решили выяснить, возможно ли в Германии жить в доме на колесах. Это наша мечта. Вот мы с Ладой нашли соответствующий сайт, называется Mobil.de. И здесь продаются вон-мобили и вон-вагены, то есть прицепы. Не буду занимать ваше время, я уже как бы просматривал этот сайт. И я пришел к выводу, что можно купить такой себе вон-мобильчик, да, в котором можно жить, за 6000 евро. Ну, он нормальный. Он на ходу, да, за 6000 евро, за 10 еще будет лучше, ну и так дальше, за 50 будет шикарный, да. А если вон-ваген, то есть отдельный прицеп жилой, то его можно купить за 1500 в хорошем состоянии, где будет кухня встроенная, где будут спальные места, окошки, туалет, в общем, туалет, ванна, душ, да, короче, да. все эти коммуникации там. Отопление есть, конечно же, какое-то, либо газовое, либо электрическое. В общем, эта идея нас зажгла, и, в общем-то, это доступные деньги. Представьте, за 1500 Квартиру евро... мы за эти деньги не купим в Германии. Да, трехкомнатная квартира, аренда трехкомнатной квартиры в Германии стоит только 1500 евро в месяц. Поэтому это вообще недорого. Осталось узнать, где можно ставить эти машины, на каких условиях можно в них жить. И вот опять же, не буду отнимать ваше время, мы с Ладой уже посмотрели, и здесь недалеко у нас в Гайслингене 1,5 километра, в ту сторону, кстати, Лад, покажи, вон под той горой, там есть специальная парковка для таких автомобилей. Мы сейчас с Ладой поедем и покажем вам. Узнаем. Ну что, мы нашли кемперплац, так называемый, посмотрите. Здесь шлагбаум стоит, въезжать можно, наверное, только после того, как ты оплатил. И там мы с Ладой уже видим, стоят машины. Так интересно, там даже качель для детей есть. То есть они тут основательно живут. Угу. Смотрите, телега какая-то. А, сам кемперплац вон там. За забором. За заборчиком, а здесь да. это А сюда мы могли бы заехать, может это частная да. территория какая-то. Ну, короче, снимаем незаметно. Все это любопытно так. Давай пройдем к этому автобусику. Вот чей-то трейлер уже здесь стоит запечатанный, просто хранится. Вот такой автобус старинный тут. Но в нем не живут явно, тут никто не живет, хотя он, скорее всего, жилой. Ну да, там как-то все оборудовано, шкафы есть внутри. Плохо видно, отсвечивает стекло. Смотри, тут телега такая. Короче, мы с тыльной стороны, а тут можно вот пройти к территории, заглянуть за забор. Если людей нету, то мы чуть-чуть заглянем. Вот, ну тут прям домики. Вау. Супер, смотри, домики, Да. это дворик. Ну это ж
Не машины, вон трейлер стоит. то Вон есть машины с той стороны. вон там, посмотрите, Да. машины стоят, да. Не знаю, стоит ли нам походить по территории, как ты думаешь? Можно немножечко зайти, так глянуть, просто Да. не сильно. Швейная машинка стоит на улице. А, вот, смотрите. Тишина. Смотри, какой крутой Ваген. Слушай, а может ли это быть как дача у людей? Ну да, Просто это ж как бы смотри, здесь автодача. вот прям домик какой-то настроен. Нет, ну И- это конкретный кемперплац. Они Они тут здесь стоят, живут. по всей вероятности, очень долго, да? Мгм. Ну, смотри, мы пока не видим людей, но раз они тут стоят, значит можно жить. Все, друзья, мы сейчас выходим, короче, Да, а то нас сейчас И- отсюда попрут. идем, узнаем, сколько здесь можно стоять. Пошли, может, по дороге. Давай пройдем? спросим, да. И там в официальном этом. Съемка, наверное, запрещена, поэтому Я тут прячу аккуратно камеру. надо. Все. Тут такая тишина, вообще мне тут нравится. Знаешь, такое ощущение, что ты где-то вот на хуторе на каком-то сидишь, ну, живешь. Хотел бы так жить, вот смотри, вот как бы в тишине, вот так вот лес рядом, смотри. Но мне На тоже здесь природе, да? очень нравится, да, классно. Но мы не обнаружили здесь ни одного человека, чтобы спросить у людей, почем что, поэтому нам пришлось прибегнуть к... Ой, чуть не провалился, друзья, тут. Тут уже уже все такое прогнивший путь. прогнившее, да. Да. Короче, мне пришлось прибегнуть к интернету, и вот что мне сказал GPT, наш любимый GPT-чат, он сказал, что на этой парковке около 10 евро за сутки нужно платить, чтобы жить. Платить еще надо. Да. И здесь, Ну да. ну, за стоянку своего автомобиля, да, здесь да, только да. вот такие большие автомобили могут стоять. Видите, знак стоит Нурфюр Кемпингплац. То есть это парковка только для кемпингеров. 10 евро в Сутки, сутки, да. то есть это если получается В месяц это 300 будет 300 евро? евро, да. Но дело в том, что есть ограничения по времени. Тут нельзя стоять больше, чем 3 дня. Вот. Смотрите, никого нету, какие-то брошюрки. Непонятно, где регистрироваться, как покупать себе это паркоместо. Я под... почта. Почта есть. О, вот это класс! Знаете, в чем проблема, когда ты, скажем, живешь в Германии и, скажем, живешь где попало? Тебе должны приходить письма куда-то. Вот мы об этом думали, если жить так вот Да, в куда же будут машине, то приходить куда же письма? письма нам будут приходить? Вот, пожалуйста, смотри, под именем. Да, да, это шикарно. Возможно, он в том домике надо регистрироваться, Лад. Может быть, Unmelden, вот, unmelden here. here? Ага. Слева, да? Мгм. А вот тут где-то. В общем, это информационный стенд. Я. Здесь даже, я так вижу, небольшая схема этого, этой парковочной станции, так скажем. И смотрите, стоит много домиков, много всяких трейлеров. Вон вагенов. Ладно, я предлагаю пройтись по Ага. улице вдоль, не по территории, а Да, потому что по территории нас могут просто предъявить нам. ну да. Ну вот такой момент, слушай, вот я подумала, представь себе, мы здесь живем. Мгм. Ну посмотри, как рядом соседи. Насколько близко, да? Живут близко, и окна, как бы это надо окна закрывать, и во двор ты не выйдешь, но это все равно, что ты рядом с каким-то другим человеком живешь, да, Ну в да, одном да, дворе. Это тебе не Это, квартира, наверное, конечно. проблема, ну какая-то, да? Я думаю, да. Посмотрите, прям рядом стоят. В тесном общении. Ну вот как-то так, это надо дружить со всеми, а если вдруг ты Вон не кто-то- совсем дружный? Смотри, вот к трейлеру приделана палатка. Интересно, Прикольно. да? Как бы дополнительное место. Ну, очень тесно стоят. Ага. И это сейчас просто зима, видимо, не сезон. Я думаю, летом здесь полно народу. Вот если бы точно у кого-то спросить, узнать, можно ли здесь вот даже, может, арендовать. Ладно, может, нам какой-то такой трейлер сдадут, нам покупать не надо, да? Давай найдем Просто кого-нибудь. арендовать, сколько стоит аренда. Надо узнать, В сколько месяц, да. стоит аренда. В Может, сутки или в месяц, как они арендуют. например, на лето можно съезжать сюда и жить. Мгм. Не платить за квартиру дорого.
Потому что, я повторяю, здесь очень близко магазины, супермаркеты. Прямо Ну, это Гаслинги. под железной Да. дорогой проехал, и ты уже... Это рядом с нашим лагерем, Да. там, где мы жили, ну, поначалу. И смотри, территория большая и достаточно красивая. Ели такие стоят. Летом тут, наверное, очень уютно и хорошо. Но мне нравится вообще-то, знаешь, вот если бы так было, вот одни мы, и больше никого. И вот так вот только мы там одни. Ну, сейчас, мне кажется, тоже люди есть какие-то, Есть, да, мы видели только пару что людей. видели, да. Но тишина, смотри, да? Угу. Вот смотри, антенна на этом прицепе стоит, значит, здесь есть интернет. Черепа. Ручей. И, кстати, этот ручей, он как бы Вода. очерчивает границу. Да, тут, может быть, можно Ну, стирать, да? Да. И он очерчивает границу этого лагеря, этого кемпинга. Но вода такая чистая, ее, может, и пить можно. Мне кажется, Кстати, даже пить можно, посмотри. Ну да. Чем хороши такие оборудованные лагеря? Здесь есть коммуникации, здесь есть вода, электричество, газа нету, но здесь можно привозить газовые баллоны. Там есть в каждом таком трейлере, может не в каждом, но в современных этих мобилях оборудованные есть места для газовых баллонов, для того, чтобы обогреваться газом, готовить еду и всякое такое. Удобно, да. Это полноценный дом, но очень маленький получается, но подвижный. И мне кажется, что это еще похоже немножко вот как у нас дачные участочки, да, вот Да, когда да, у нас, допустим, в Украине, там есть такие отдельные кусочки земли, на которых Мгм. расположены по 6 соток, ну по 6, по 3 сотки, Мгм. дачные участки. Вот, и это очень похоже, да? Кстати, раз ты Только еще уже ближе. заговорила про дачные участки, видишь там вверху, выше, Ага. на склоне горы, там, кстати, есть дачные участки. Мы все узнали, друзья. Сейчас мы сядем в машину и вам расскажем. Тут мы нашли такого дяденьку, который здесь сторожил. Он, короче, все время тут живет. Мы сейчас у него все выспросили. Прошлись по территории, смотрим, там голоса чьи-то. И, в общем-то, мы покивали им, помахали, говорим, можно мы пару вопросов вам зададим? Все это на немецком языке. Спрашиваем, можно ли здесь поселиться и жить? Мы вот из Украины, он кивает, понимающий, говорит, просто прийти и жить здесь, вот как бы снять трейлер нельзя. Нужно иметь собственный мобиль или собственный ваген, то есть прицеп. И тогда ты можешь приехать сюда, поставить его, если есть... Если есть пустое место, или ждать, пока кто-то выйдет, если нет. Да. И мы спрашиваем, ну а как долго здесь можно жить? Он говорит, ну можно... Я живу 15 лет. Да, Мне очень нравится. мы такие, ничего себе, а нам интернет говорил, только 3 дня можно жить. Но он сказал сразу, только регистрации в Ратхаусе, то есть официально не будет у вас, То говорит. есть это не официально. Это как бы неофициально, да. Письма будут приходить на почту, если ты дашь этот адрес. Но он Вот сказал, вы как-то- должны иметь почтовый адрес другой еще. Мы можем здесь поселяться и жить. Знаете, сколько это стоит? 1000 евро в год. Это супер. 1000 евро в год. И мы его спрашиваем, так а как, не холодно здесь? Вот как бы зима все-таки. Он говорит, ну как, хайцунг, отопление. Какое, спрашиваем, отопление? И он говорит, здесь все газом топится, электрического отопления нету. В каждой машине есть оборудованное газовое отопление и один баллон газа 12-литровый. 25 евро. 25 евро, 12-литровый такой баллон газа, он показал 12 Да, да. литр, 25 евро. Насколько его хватает, мы, конечно, не выяснили, да? Но Ну да, надо было спросить. Я у него спросила, сколько вы платите, но он так замялся, не сказал, сколько он платит. это, наверное, не Если- тактичный Наверное, не вопрос. тактично. Я говорю, ладно, все, окей. Так что, друзья, смотрите, если мы покупаем за 1500 евро прицепчик жилой, хороший, да, там, ну, даже за 2000 евро, и привозим его сюда, бронируем здесь место и платим 1000 евро за год, мы свободно пользуемся водой бесплатно. Электричество, он сказал, 1 киловатт. 67. 67? Я просто услышал 7. Ладно, лучше иногда слышит. Но и вообще, когда слушаешь немцев, ты нужно очень сосредоточенно слушать. Если ты отвлекся, ты можешь чего-то не понять. То есть, Да, надо очень сконцентрированно слушать. Где-то немножко не понял, ты уже ничего не понял.
Поэтому, друзья, мы не ожидали, мы живем здесь рядом в километре, мы никогда сюда не заезжали и Просто открытие. не видели, что здесь есть. Да, но я так понял, здесь все легально. Немецкий закон не запрещает тебе жить на стоянке, но ты должен иметь почтовый адрес для того, чтобы тебе приходили письма. Чтобы тебя нашли. Мы приехали в Бад Уберкинген, и здесь совсем другая картина. Посмотрите, здесь тоже есть парковочка для таких автомобилей. Совсем другое, да, вообще. Это как просто парковка, ты стоишь на парковке. Никакой тебе природы, никакой тебе личной территории хоть какой-то. Ну вот смотри, припаркованный один такой автомобильчик, в котором можно жить. Но, по-моему, здесь нету коммуникаций. Природа тут есть какая-то, но смотрите, за речечкой, за небольшой, предприятие какое-то с бутылками пластиковыми или железными, наверное, пластиковыми, переработка. Речечка здесь красивая, и парк там дальше красивый, мы еще пройдем сегодня в него. Но здесь именно та парковка, на которой можно стоять только 3 дня. Видишь, Лад, здесь Да, написано. я это прочитала, вот я читаю еще. До 3 дней. И нету никаких коммуникаций. Небольшая мусорка. Вообще на таких парковках должно быть оборудовано какие-то подключения для воды, должно быть слив для грязной воды. Поэтому неудивительно, что парковка пустая, никого здесь на ней нет. Но нарисованный, вот видите, именно для вонмобилей. Вот так располагаются они, как вот этот стоит, вот так вдоль. Это, скорее всего, придумано для тех, кто приезжает в этот Бад Уберкинген на ванны. Здесь же есть горячие источники. И люди могут здесь несколько дней, например, пожить 3 дня и попринимать ванны. Там написано, что эта парковка платная, Угу. и билеты можно купить там, где термальные ванны, и еще вот Термбад. Ага. Турист-инфо где-то тут есть. А помнишь, мы с тобой в да. прошлый раз были там, где, Ага. где платишь за бассейн, наверное, за купание, там и за, Да. и за стоянку. То И есть это все не бесплатно. А сколько, я не знаю, билеты. Билеты, я не знаю, сколько они стоят. Это надо узнавать. Вот через такой красивый мостик можно заходить на термальные источники. В этом здании находится центральный офис, так скажем, или ресепшн. Там можно как раз купить билет на парковку. Какая цена, не сказано. Но в принципе эта парковка такая, которая нас не устраивает, поэтому мы даже цены не будем узнавать. Приблизительно от 10 до 15 евро за сутки. Центральная площадь Бад Уберкингена. Сегодня в солнечном освещении. Вообще такая погода переменчивая в Германии. Буквально позавчера было холодно, минус. Мы с Ладой дрожали от холода на улицах. А сегодня нам жарко. Мы оделись как обычно и ходим. Обещали 19 градусов, но сейчас пока только 8. О, пойдем туда. Прям весна на улице, весна, прям птички поют. Здорово. Неужели это началось? Мы подумали, а почему бы и нет? Действительно, можно рассмотреть этот вариант жизни. И даже учитывая то, что мы живем здесь в Германии с нашей мамой, если мама останется на тех же условиях, на которых сейчас живет, то есть ей социальная служба оплачивает жилье, и она там себе живет спокойно, то мы в нашем же городке можем перебраться в такой вот кемпинг и в кемпинге жить. Это недалеко, всего лишь 1,5 километра. Если учесть, что мы можем использовать свою легковую машину для перемещения, то мама будет недалеко от нас. Конечно, лучше всего жить с мамой. Это для нас самый идеальный вариант. Мы сейчас ищем и квартиру, и жилье, но это тут очень сложно. То есть что-то поменять
это ну, практически нереально. Это надо приложить море усилий, и то не факт, что это получится. И не столько сложно найти само жилье, а сколько сложно это все переоформить. Во-первых, мы должны за 3 месяца предупредить своего фермитера, то есть своего арендодателя, о том, что мы съезжаем, да? А перед этим мы должны найти другое жилье и предупредить следующего арендодателя о том, что мы заедем в него только через 3 месяца. Потом мы должны обратиться в социальную службу, в которой мама получает деньги, чтобы они одобрили это совместное проживание. Они будут это какое-то время рассматривать. Одобрят или не одобрят цену на жилье в связи с тем, что вообще всех будут отправлять скоро, как бы война заканчивается. Будут думать вообще, стоит ли ей это переоформлять. Да, переоформлять. В общем, сейчас как бы сложно, не те времена да. для этого. В общем, это сейчас для нас сложная проблема, поэтому ищем разные пути решения. Кстати, мы снимаем это видео среди недели, но через 2 дня, когда вы будете смотреть это видео, в Германии будет происходить очень важное событие. Это будут выборы в парламент. И от того, какая партия пройдет в парламент, очень много зависит. Если в парламент зайдут правые и наберут 50% мест в парламенте, они могут быстро принимать решения и не составлять коалицию с другими партиями. Но принимать могут неизвестно чего. И нас могут просто попросить всех вместе с Может мамой. быть, да. Потому что настроения такие, в общем-то, Ausländer weg или Ausländer raus, да, как они говорят. Событие будет историческое, и оно происходит уже буквально вот сейчас. Тут, походу, есть какое-то кафе. По 3,50 чашечка кофе здесь стоит. В общем, цена, я понял, здесь плюс-минус везде одинаковая на кофе. Поэтому мы уже как бы и не смотрим. Просто видим кафе, заходим, мы знаем, что цены плюс-минус. Там 20 центов разница, это уже бывает. Сегодня такая классная погода, мы прямо разделись на улице, сидим в кофточках, куртки положили на стулья. Это кафе вообще находится прямо в бассейне. Там люди в полотенцах сидят. Они прямо с бассейна там сидят. Да, вот такие. Там даже запах такой вот, знаете, как в бане в этом кафе. Горячие источники, лечатся люди. Да. Вчера у нас был необычный термин с джоб-центром. Да. Прислали нам, термин. первый раз такое было, прислали нам письмо, сказали, это будет термин через видеосвязь. Мы такие, опа. Напряглись, потому что... Мы опасаемся всяких левых ссылок. Да. И в письме не было указана фамилия моя, вообще просто такой общий текст. Но потом мы посмотрели, Ладе точно такое же пришло письмо. И почта была джоб-центровская, поэтому мы расслабились. И в нужный момент мы просто зашли по ссылке на сайт. И там такая комната ожидания. Я даже немножко снял, сейчас покажу. Вот страница, написано «Добро пожаловать на страницу моей видеовстречи». Так, вы находитесь в зоне ожидания. И у нас вот в 11:30 будет уже термин. Подключится оператор. И все, мы будем разговаривать по видеосвязи. Не знаю о чем еще. Но это в первый раз. Но сам термин мы не снимали, потому что это запрещено. Там прям написано было в описании. Она сказала, даже наш оператор сказала, вы же знаете, что снимать запрещено. Она знает, что мы снимаем. Да, она же в курсе, мы ютуберы. И сразу предупредила нас, что снимать сам термин, наш разговор нельзя. Ну и мы не снимали. В общем, разговор был такой. Она спрашивала, ну как ваши дела, как ваши планы, там, сколько вы сейчас, ну, чем занимаетесь, сколько зарабатываете. Мы рассказали, что у нас еще есть, кроме ютуба, проекты. И сейчас мы здесь не будем рассказывать. Да. Это пока не получилось, мы об этом молчим. И рассказали, сколько на ютубе у нас выходит. То есть она-то, в принципе, должна быть в курсе. Мы каждый месяц им отправляем эти все расчеты, выписки со счетов. Но на всякий случай... Показали ей, сколько мы зарабатываем в этом месяце, в прошлом, прям телефон вот так вот онлайн. То есть и самое интересное, что мы же говорили все на немецком.
И самое интересное, что ее не было видно. Я так думаю, она просто, знаешь, Не захотела. Да. подозревала, вдруг мы ее снимем. Да, но то, что нас как бы порадовало, то, что мы поняли ее, она поняла нас. То, что мы говорим с немцами на немецком, можем их понять, они могут понять нас. Конечно, возможно, мы говорим там и с ошибками, и там как-то, может быть, неправильно строим предложение. Но в общем, они нас понимают. Я думаю, ты как бы даже смягчаешь. На самом деле мы всегда неправильно строим предложения. Иногда говорим не те слова, которые нужно. Например, реклама звучит по-немецки это Werbung, а Лада частенько почему-то Bewerbung. Ну, у меня просто... А Bewerbung уже обозначает это как бы это совсем другое. слово, которое используется при устройстве на работу. То есть если Wir machen Werbung, это мы делаем рекламу, а когда Wir machen Bewerbung, это мы устраиваемся на работу. Смысл меняется абсолютно. Но они нас как-то понимают. То есть, не, она поняла, что я делать сказала. сноски. Вообще надо быть очень аккуратными с немецкими словами. Мы с Ладой, когда готовились к этому термину, немножко посмотрели, как спросить, например, вам хорошо нас слышно, да? И по логике русского языка это спрашивается так, типа Hören Sie uns gut? Вы слышите нас? Ну вот как бы да. А по правилам немецкого языка нужно глагол на первое место ставить. То есть hören Sie, то есть слышите вы нас хорошо, да? Типа, да, вот ну вот по логике русского языка это правильно. И мы так бы и написали. Потом, когда мы перевели, что это обозначает. А это обозначает слушайте нас внимательно. Мы представили, как мы скажем, слушай нас внимательно. А на самом деле, знаете, как нам надо сказать по-немецки, хорошо ли вы меня слышите? Нужно сказать Können Sie uns gut hören? То есть надо вместе с словом können. То есть можете ли вы нас хорошо слышать? Можете. У них все höfliche, это как это? Уважительно. Уважительно, да, нужно говорить. Мы отвлеклись на немецкий язык и не дорассказали вам, чем же закончился наш термин. Нас не послали на работу, даже ни слова она не сказала. Она выслушала наш отчет о нашей деятельности и спросила, а почему вы до сих пор не путешествуете? Мы такие, ну, мы ездим по немецким городам. Она говорит, вам же для канала, для развития нужно ездить куда-то за границу, снимать другие страны. Мы были в шоке. И мы сказали, что мы обязательно съездим. Мы уже даже придумали куда. И спросили, она ждет нашего отчета, куда да, мы поедем. она ждет теперь наших билетов, дат, да. Потому что мы должны отчитаться именно в какие дни мы будем отсутствовать. Но надолго мы не можем уехать, потому что мама у нас здесь больная, поэтому за ней нужно ухаживать. Мы всего лишь на несколько дней планируем съездить. Сейчас не будем рассказывать куда. Вы узнаете это позже из наших видео, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, если вам нравится. И, конечно же, вы все узнаете в будущем. Но насчет работы. Наш друг Даниил Денисов, музыкант, вы его все хорошо знаете, если смотрите наш канал. Он тоже недавно был в джоб-центре, но он был как бы на обычном термине, приходил поговорить. У него сейчас как бы перерыв в концертной деятельности, у него мало сейчас выступлений, на которых он зарабатывает, поэтому ему предложили пойти поработать в школе. А он уже, кстати, работал на мини-джобе, да. Когда мы приехали, он уже работал в школе у нас в городе, он там вел оркестр, то есть он музицировал там. И сейчас ему предложили аналогичную работу, но, по-моему, не по музыкальной стезе, а... Бегляйтер. Бегляйтер называется, человек, который присматривает за детьми на продленке или там вообще вот как-то так. И он бы пошел с радостью на такую работу, но вопрос в том, что ему предлагают ее далеко. Например, в Людвигсбурге это 1,5 часа ехать только в одну сторону на поезде с пересадкой, да. Или же где-то под Ульмом ему предлагают такую работу. И он, в принципе, пишет им письма, говорит, ну вот как бы давайте обсудим, какая зарплата, все. Но потом они обсуждают, выясняется, что ему очень далеко, и ради нескольких часов работы там это того не стоит, поэтому как бы до сих пор работу он и не находит. Но он сейчас создает новую программу, свою собственную,
как это звать, авторскую программу музыкальную, с которой он собирается выступать, ездить в разных местах, куда пригласят. Поэтому в будущем, я думаю, он... То есть у него есть план, Да. тоже, бизнес-план такой своего рода. Красивый все-таки центр этого поселка Бад Уберкинген. Мы в прошлом видео рассказывали с Ладой, мы теперь здесь лечим зубы. Нашли клинику, в которой мы смогли быстро записаться, потому что в остальных клиниках нашего городка нам говорили ждать по несколько месяцев. И мы в прошлом видео не рассказали, сколько с нас взяли денег. Да, вы спрашивали в комментариях, чтобы мы немножко подробнее остановились именно на цене. Так вот, мне заменили пломбу на переднем зубе, и это стоило 50 евро. А Ладе нарастили зуб, очень сильно нарастили, практически весь, да? В Украине это называется реставрация, здесь это просто говорят пломба. И тоже 50 евро, да? Да. Как бы- Хотя считается, что передние зубы по страховке лечатся бесплатно. Но бесплатно мы лечили в прошлой клинике, лечили 4 раза подряд, потому что пломба бесплатно выпадала через 3 дня. Вот так вот. Поэтому лучше заплатить, да. конечно. Уже прошло 2 недели, я чувствую, что эта пломба стоит гораздо прочнее, чем та, которая была 2 бесплатно. недели она еще не выпала, это вообще прогресс. Да. Это еще не все. Мне как бы сделали пломбу, но сказали, что на этот зуб, на передний, вот тут у меня хороший такой зубик, вот, сказали, что надо делать коронку. Мгм. То есть коронка будет более прочнее, вот если вы готовы платить там, ну, то есть иначе пломба может все равно потом отпасть. Она будет стоить 700 евро. Какую-то часть платит страховая компания, и мы доплачиваем 700 евро. А, вот так, это только с нас 700 евро, Только да? с нас, и это по страховке, вот так. В прошлой нашей стоматологической клинике я спрашивал тоже за передний зуб этот, сколько будет стоить коронка, и мне там озвучили большую сумму. Мне сказали, что это будет для меня лично минимум 1000 евро. И какую-то часть со страховой компании тоже скачают. Так что здесь получается как бы и расценку другую назвали. Это уже более доступно. Это уже как ремонт машины, да? Например, поменять сцепление стоило почти 700 евро. Если мы это можем сделать, почему бы не поставить золотой зуб? Я шучу, не золотой. А тебе же сказали нормальную такую белую коронку, Белую, не железную, конечно. да? Сейчас услышал, как лает собака, и подумал, как редко здесь в Германии можно услышать лай собаки, даже в селах. В наших селах идешь по улице, со всех сторон тебя облают, а здесь нет. Друзья, спасибо вам за комментарии, которые вы нам пишете. Но иногда ваши комментарии нас так веселят, просто мы ухахатывались полчаса. Вот, Лада, зачитай. Зина Попеско пишет: а разве эта парочка все вместе поехали в Германию? А куда этот блогер Виталик своих детей от первой жены и почему не забрал их и их не спас от войны в Германию? А забрал, спасал только юную любовницу и маму. Ваши же, которые их хорошо знают, рассказали много секретов о них в соцсетях. Кошмар. Просто Санта-Барбара какая-то вырисовывается. Оказывается, у меня есть дети от первого брака. Жаль, я о них ничего не знаю. Я бы познакомился с ними. Да. И Лада моя любовница. Ну, это Юная ж любовница, причем, заметьте. Классно. Мы, в общем, просто нам очень приятно слушать такие комплименты. Но мы должны вас немножко разочаровать. Дети у нас есть, дети наши общие, и они живут в другой стране. А почему мы их не показываем? Потому что они не хотят. Просто говорят, нет, мы не публичные Они взрослые, люди, они да. не хотят, и мы не имеем права их Вот и всё. показывать. Когда захотят, если они захотят, то мы их покажем и представим всем. Слушай, а так бы было интересно, если бы у меня была еще одна жена, много детей, молодая любовница. Вот это было бы кино, да, друзья? Ну ладно,
Исправим. Мы еще можем все это сделать. Всем спасибо за внимание, друзья. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за то, что поддерживаете нас, сочиняете истории для нас. Ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Всем мира, скорейшего мира, любви, счастья, изобилия. И всем пока.